Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. США хотят контролировать газопровод «Газпрома» через Украину. Переговоры США и Украины по сделке по полезным ископаемым прошли крайне напряженно. Одним из проблемных пунктов является желание США контролировать газопровод, проходящий через территорию Украины. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, что же это этим американцам все не эмоции, что они все хотят захватить газпромовскую собственность. Или не так? Я в шоке. Понимаете, в некоторых наших СМИ действительно были вот такого рода заголовки, что собираются контролировать газопровод «Газпрома». Я в шоке, потому что, у «Газпрома» нет газопроводов на территории Украины. Я думаю, в Киеве там тоже встрепенулись такие, как тут газопровод был «Газпрома», но нет, конечно же. В оригинале, а именно у агентства Reuters, которое, собственно говоря, является первоисточником данной информации, в принципе, была статья про переговоры, что вот они такие напряженные, что прошли они в состоянии антагонизма, вот переговоры США и Украины. И, среди прочего, там был один абзац, в котором была следующая фраза, примерно. Одной из пасхалок, спрятанных в договоре, предложенном Соединенными Штатами, была норма о том, что газопровод, по которому российский газ шел в Европу, должен перейти в управление там специального агентства, находящегося под контролем правительства Соединенных Штатов. Все. То есть, согласитесь, некоторая разница есть. Газопровод «Газпрома» и газопровод, по которому газ шел. А то, знаете, там газ шел и по некоторым газопроводам, которые находятся в собственности там, австрийских компаний, венгерских компаний. Тут тоже, они тоже могли бы напрячься. Тут тоже газпромовский газопровод. Ой. Вот, разумеется, речь не про газпромовские газопроводы, речь про газопровод, так в статье, по которому газ шел. Понятное дело, если мы говорим про газопровод, то, наверное, надо напомнить, что там не один газопровод, а там газопроводы, по которым в разные годы газ шел из России в страны Европы. Возможно, так, чтобы не предполагать, что авторы статьи просто вообще не в курсе, что там и как, или дипломаты, на которых ссылаются авторы статьи, не в курсе, что там и как. Всякое ведь бывает. Так вот, если предположить, что они все в курсе, что они все прекрасно понимают, то, возможно, подразумевалось, что хотят они взять в управление газопровод, который шел через газоизмерительную станцию Суджа, про который, я думаю, многие знают. Собственно говоря, это Уренгой, Помар и Ужгород, и там же в коридоре идет Прогресс. Собственно говоря. Вот, так эта история приобретает хоть какой-то смысл. Что вот они собираются взять, по сути, вот этот газопровод. Другое дело, у меня возникает масса вопросов. Вот я сейчас попытался как бы в пользу авторов, в пользу вот их источников говорить. А теперь давайте вопросы, которые у меня возникают в связи с этим всем. Вопрос первый. А точно газопровод? Потому что там газопроводы, которые были построены древней высокоразвитой цивилизацией. СССР называлась. И вот от этой древней высокоразвитой цивилизации осталось несколько экспортных маршрутов, которые проходили, и проходят сейчас по территории Украины. Да, понятно, сейчас они не задействованы, но предполагать, что, я не могу предположить, что вот американская сторона могла, если она действительно хочет добиться того, чего она требует, что она хотела только один из этих газопроводов. А все остальные, ладно, и неинтересно. Просто тут вот какая проблема возникает, и я эту проблему, опять же, попытаюсь передать в виде вопроса. А точно не было возможности каким-то образом войти в управление газотранспортной системой Украины вообще, точнее, вообще, и вот этими магистральными газопроводами в частности. Вообще не было никакой возможности. И принятые в августе 2014 года положения, на Украине принятые, положения, согласно которым 49% акций, 49% доли в
операторе газотранспортной системы Украины будет, может быть продано, извините, пожалуйста, тут просто настолько бредовая статья, что я несколько сбиваюсь, потому что хочется просто в голос орать из серии «Что это за бред?». Ну ничего, давайте тихонечко попытаемся разобраться, что это за бред, к чему это все. Так вот, в августе 2014 года были приняты положения, согласно которым создается компания-оператор газотранспортной системы Украины. 49% в этой компании может быть продано инвестору из США или из Европы. Главное, чтобы вот среди каких-нибудь акционеров этой компании, которой может быть продана компания-оператор, точнее доля в компании-операторе, чтобы вот в тех компаниях не было никаких людей из России или Беларуси. Вот им отказать сразу. Завершая. Предложу следующий вариант. Если, опять же, мы серьезно относимся к этой теме, мы на нее смотрим не как на какую-то, ну, вот просто, знаете, высосанную из пальца сенсацию со ссылкой на неких неназванных лиц. А она именно такая. То есть там неназванные источники, понимаете. Это не официальный документ, это нам дипломаты сказали, что там все так и есть. Вот представим, серьезно все. Давайте представим себе на секундочку, что Вашингтон, я тут вступаю на хрупкий лед политологии, вообще не заинтересован в благополучном разрешении, в благополучном завершении переговоров с Украиной. Что Вашингтон, в принципе, выступая формально как миротворец, не заинтересован в том, чтобы конфликт завершился. Что нужно делать в такой ситуации, когда вам надо поддерживать реноме миротворца? Вы там у себя внутри рассказывали, да-да, мы сейчас вот сделаем, там у них конфликт, завершим. Вы вставляете в вашу переговорную позицию возмутительные пункты, на которые ни в коем случае ваш собеседник не пойдет. Либо, если он все-таки пойдет на них, накиньте еще что-нибудь. Накиньте еще что-нибудь. Потом еще что-нибудь накиньте. И так до тех пор, пока он не скажет: нет, ребят, это невозможно. Это, знаете, вот Первая мировая, она примерно так начиналась, когда сербам выдвинули там 10 пунктов, Австро-Венгрия выдвинула 10 пунктов, по 9 из которых сербы согласились, но 10-й там был неприемлем, там фактически полное безобразие. Ах так, сказала Австро-Венгрия. Значит, не договоримся. То есть вы вставляете то, на что совершенно точно ваш оппонент, ваш собеседник, зачем оппонент, собеседник, не согласится. А потом говорите: ребят, мы пытались решить дело миром, мы пытались договориться. А они, вот видите, что творят. И вот в этой логике, если посмотреть на ситуацию, я не утверждаю, что это именно так, но игнорировать такую возможность было бы странно. Поэтому давайте ее обсудим под конец, так сказать, вот этого ролика. Что вам так... Вот если посмотреть на эту ситуацию в этой логике, то мы же с вами что видим? Украина, продай нам свои ресурсы. Я не готова продавать. Хорошо, тогда давай сделаем так, что в течение многих десятилетий такая-то доля от реализации всех твоих ресурсов будет идти нам, а остальное вам. Это ж невозможно, ладно, давайте поговорим. Как вы на это? Вы готовы это обсуждать? Вы что, больные? Так, что вам еще подкинуть? Трубу отдайте. Вообще отдайте трубу. Значит, отдайте титан, отдайте литий. Говорят, у вас там лития, видимо-невидимо. На порядок меньше, чем у нас, даже при самых завышенных вариантах. И нам очень нужен ваш литий, нам нужны ваши редкоземельные металлы, нам нужно вообще все, что мы можем и так купить где угодно, потому что этого добра навалом в других гораздо более простых рынках. Но мы будем от вас требовать это, да. А еще, значит, уголь будете продавать, нам долю засылайте. Газ будете продавать, нам долю засылайте. На внутреннем рынке продаете, все равно нормально. Но долю вот от этого показателя, кстати, я подкину идею, если все в этой логике развивается, вы еще потребуете от них, чтобы они вам за газ платили не от фактически собранной суммы, а от формально заявленной суммы, исходя из рыночной стоимости этого газа на внутреннем украинском рынке. То есть берем там 20 миллиардов кубов, реализуем на внутреннем рынке, а собрать удалось денег только на 10 миллиардов. Что ж вам, от 10 миллиардов будут платить? Нет. Вы требуете 50% от продажи 20 миллиардов. Мы посмотрели, посчитали, сумма вот такая.
Вы меньше собрали? Пш, кого колышет? Давай все, что собрали. Еще будешь должен. Вот такой пункт добавьте тогда. Вообще, вообще замечательно будет. Вот. И вы начинаете накидывать. Труба тут появляется в переговорах. Ее вроде раньше не было. Теперь есть. А зачем? Да потому что, видимо, ну, если все так, то переговоры вообще не нужно завершать чем-то приемлемым. Вообще вот, ну, вы изображаете, что переговоры ведутся, что диалог есть, что вы к чему-то близки, что вы какие-то условия выдвигаете. Эх, ребят, не получилось. Судьба злодейка. Собеседник оказался невменяемым. Ну, что делать? Значит, будем действовать иными методами. Какими? Теми же, какими действовала предыдущая администрация. Но лучше. Вот она действовала так, но плохо. А мы будем действовать так же, но лучше. Кстати, как там с санкциями против России? На год еще продлили, да? Ну, давайте поговорим про переговорный процесс. Давайте поговорим про то, как там UFC сейчас, опять наши спортсмены в UFC вернутся. Давайте вот про вот эту вот всю вещь поговорим на полном серьезе. Какие бренды к нам скоро вернутся? Давайте поговорим об этом. То есть, еще раз, завершая, резюмируя. Вариант первый. Авторы статьи чего-то недопоняли. А они явно чего-то недопоняли, потому что, ну, если представлять себе хотя бы в общих чертах историю газотранспортной системы Украины и часть нормативно-правовой базы местного, ну, в рамках местного законодательства, которое касается этой ГТС, то заявление «отдайте газопровод» выглядит странно. Поэтому мы не понимаем, ну и авторы статьи, видимо, тоже, что за газопровод, на каких условиях собираются брать. Если предположить, что собираются брать, то надо дождаться новой информации, если она вообще будет. Но я бы предложил, даже настоял бы на том, что данную историю стоит рассматривать не как бизнес-схему. Трамп, бизнесмен, он везде ищет выгоду. Правда, постоянно получается примерно так же, как у предыдущей администрации. Но это ладно, это, видимо, никого не интересует. А не на бизнес-схему на это надо смотреть, не на некий схематоз, как еще такое словечко, а как на часть дипломатической игры. Либо при благоприятном сценарии на это надо смотреть как на дипломатический балласт, который легко отбросить, ну, после какого-то, знаете, небольшого сопротивления готовы будут отбросить, чтобы получить максимум. Если максимум не получится, оптимум не получится, и вот тут вот уже задача минимум, то есть то, что обязательно нужно получить. Либо это все накидывание идет, все новых и новых и новых условий для того, чтобы тот, с кем вы беседуете, в какой-то момент сказал: нет, ну это вообще невозможно. И вы могли с чистой совестью сказать: ну, я пытался. Я был такой миротворец. Ну, а эти вот, ну, моих усилий не оценили. Ребят, вы же видите, я пытался. Они видят. А это самое главное. Продолжаем делать то, что делали раньше. Это самое неблагоприятное развитие будет событий, на мой личный взгляд, но вот лично я бы исходил из того, что это наиболее вероятный вариант развития событий. И игнорировать его было бы странно. На сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», на телеграм-канал «Инфотек» и на сайт «Инфотек» тоже заходите. Там прекрасные статьи замечательных специалистов в области энергетики. На сегодня все. Всего хорошего.